Приветствую всех вас, мои дорогие друзья! В этом видео я подготовила для вас нечто особенное, готовое вовлечь вас в новую, дополненную реальность, которая основана на блокчейне NFT и позволяет вам исследовать новый мир с помощью смартфона, который, кстати, всегда находится у вас в кармане. Ну что, заинтриговало? Тогда смотри этот выпуск до конца, потому что прямо сейчас тебя ждет уникальное знакомство с OVR. Итак, что же такое OVR? Скажу сразу, что OVR – это децентрализованная инфраструктура для пространственной сети, объединяющая, как я уже сказала, физический и виртуальный мир с помощью дополненной реальности, создав новое измерение, в котором можно все. По факту OVR – это некий цифровой слой, который состоит из 1,6 триллиона уникальных шестиугольников, которые равномерно охватывают весь наш земной шар, представляя тем самым земли, которые приобретаются в системе и затем будут продаваться на аукционах или же сдаваться в аренду на децентрализованной основе. Называются же такие шестиугольнички OVR Lands. Прослушав все это, уверен, у многих из вас невольно возник вопрос: а зачем мне все это нужно? На что я с радостью отвечу. Ведь структура OVR настолько уникальна, что, владея OVR Lens, вы легко можете использовать его как для создания статического 3D-контента, для игр, различных событий, так и для любого другого опыта, о котором вы только смеете мечтать. Стоит отметить, что на текущий момент во всем мире насчитывается свыше 80 миллионов VR-девайсов, в то время как устройств дополненной реальности AR насчитывается уже свыше 3,5 миллиардов девайсов, что в свою очередь позволяет делать миры дополненной реальности более доступными, так как для этого все, что вам понадобится, так это ваш смартфон и доступ в интернет, что я считаю очень важно, так как благодаря своей доступности вся экосистема OVR способна привлечь большое число последователей, которые с энтузиазмом воспримут данную концепцию и с огромным удовольствием будут ей пользоваться. Ведь если сравнивать различия децентрализованного NFT и OVR NFT, то мы увидим, что их структура весьма отличается, так как децентрализованный NFTs представляет собой виртуально неограниченное пространство, в то время как NFT в рамках OVR представляет собой реальные и ограниченные физические местоположения, потому что каждый OVR Lens представляет собой конкретное географическое местоположение, ограниченное шестиугольником площадью в 300 квадратных метров. Если же говорить о других особенностях OVR Lens, то в отличие от обычного веб-домена, где владелец сайта владеет содержанием своего веб-ресурса, то владелец OVR Lens, который представляет собой пространственный домен NFT, то есть владелец такой ячейки, контролирует AR-содержание в рамках данного физического местоположения. Выражаясь простыми словами, вы, как владелец OVR Lens, вправе создавать такой AR-предмет, объект, который только захотите. Ведь в рамках OVR вы легко можете как создавать, так и участвовать в любых лайв-событиях. Что это значит, спросите вы? А то и значит, что благодаря уникальным технологиям вы легко, не выходя из дома, можете посетить как концерт своего любимого исполнителя, побывать на вечеринке и много чего другого. Причем за счет встроенной художественной визуализации в рамках приложения будет создаваться ваш 3D-аватар, который будет транслировать в мир AR вашу гиперреалистичную модель, которая будет копировать и записывать все ваши движения в режиме реального времени, чтобы воссоздать то самое живое выступление или же общение. А это, я считаю, просто невероятно круто. Вы только представьте это. Знаю, выглядит все это пока из разряда фантастики, но в связи с последними событиями в мире, когда мы не можем посещать физические концерты своих любимых исполнителей или же побывать на игре своей любимой команды, то такая альтернатива может стать отличным решением многих проблем. Тем более, что все действия не будут происходить в каком-то одностороннем формате, потому что у каждого пользователя будет свой аватар, который сможет легко взаимодействовать в рамках AR с другими аватарами. То есть исполнитель сможет просматривать аватарки самых активных пользователей, общаться и, как я уже сказала, даже взаимодействовать с ними. Доступ же на подобные лайв-события будет также осуществляться по билетам, которые вы сможете купить как на самый обычный концерт. При этом, если есть желание и потребность, то ранжировать их можно и по стоимости, если вам, например, захочется быть в первых рядах или же взаимодействовать впоследствии с артистом. Причем, как заявляют сами разработчики, такого рода выступления могут стать куда более интереснее, чем в обычной жизни. Ведь в дополненной реальности можно добавлять просто неограниченное количество световых эффектов, всевозможных животных, огонь,
воду. Одним словом, все, что душе угодно. И все это мероприятие, я напомню, будет происходить с вами прямо у вас в гостиной. Ну не круто ли, спрошу теперь я вас? Я считаю, это просто фантастика. При этом совсем забыла вам сказать, что скачать OVR вы легко можете уже прямо сейчас на свой смартфон, независимо от того, являетесь ли вы пользователем Android или же iOS системы. Ведь помимо всего того, что я вам уже успела поведать о VR, в рамках данной экосистемы вы еще можете отправляться на охоту за сокровищами, зарабатывая свои токены OVR, выполняя при этом наипростейшие действия. На самом же деле инструкция по участию в охоте за сокровищами достаточно проста. Все, что вам нужно, так это загрузить приложение OVR и создать свою учетную запись. Сделать же это можно как через Facebook, так и через WeChat для китайской версии приложения. Сделать это крайне необходимо, потому что все собранные в ходе игры токены будут автоматически накапливаться на вашем балансе. Как только вы вошли в свою учетную запись, нажмите раздел Treasure Hunt и, следуя небольшим инструкциям от системы, определяем поверхность пола и нажимаем Старт. Далее, как вы видите, в рамках инструкции нас просят посмотреть вокруг камерой, чтобы мы могли найти несколько знаков, показывающих нам положение сундука. Кстати, щелкнув на розовую стрелку в нижней части экрана, вы всегда сможете увидеть карту, которая поделена на гексагоны, шестиугольники, которые, я напомню, называются Overlands, и, следуя указанным направлениям, отправиться к ближайшему сундуку с сокровищами. Найдя такой сундук, вам понадобится нажать на него, чтобы он открылся и спрятанные в нем OVR токены стали по праву вашими, что я считаю очень здорово. Тем более, что потенциал у токен OVRs огромен, ведь если взглянуть на современную структуру NFT, то мы увидим, что метавселенные токены, представляющие виртуальные локации, являются второй по величине категорией на рынке NFT, охватывающей более 30% всего рынка, представляя собой токен наиболее ценным в рамках NFT со средней стоимостью в $250. Сейчас же токен OVR стоит, если взглянуть через такие информационные ресурсы, как CoinGecko или же CoinMarketCap, чуть меньше $1, открывая тем самым перед нами просто удивительные возможности. Более того, приобрести токены OVR вы можете уже прямо сейчас на основе новой модели начального предложения кривой привязки IBCO. Для тех, кто не знаком с данным понятием, поясню, что IBCO – это новый примитив для финансирования криптопроектов, решающий основные проблемы ICO, такие как отсутствие подотчетности, нехватка ликвидности и некорректная механика определения цены для самого токена. То есть благодаря данной модели справедливой цены цена растет автоматически вместе со спросом и наоборот, цена снижается по мере уменьшения спроса. Таким образом, вы всегда можете покупать токены OVR по цене, справедливо определяемой естественным рынком, который, собственно говоря, и защищает вас от демпинга и прочих манипуляций. Узнать же более подробную информацию о IBCO вы сможете, прочитав соответствующие статьи в рамках блога OVR, ссылки на которые я обязательно оставлю в описании. А пока предлагаю взглянуть на сами аукционы OVR Lands, которых, кстати, сейчас немало. Причем открытых позиций много, и они, как вы можете видеть, абсолютно из разных стран. Среди них и Танзания, Бразилия, Испания, Рим, Италия, Сингапур, Австралия и так далее. Смотрите уже сколько закрытых позиций, то есть выкупленных OVR Lands. Не знаю, как вы, а я под впечатлением. А что по этому поводу скажете вы? Напишите свои мысли на этот счет в комментариях. А пока, подводя небольшой итог всему вышесказанному, скажу одно, что экосистему OVR я считаю поистине революционной, и все те, кто возьмет ее на заметку, смогут впоследствии реально сделать не 1x от своих изначальных инвестиций. Поэтому, если и ты хочешь оказаться в числе первых, присоединяйся к официальным социальным ресурсам OVR и становись частью стремительно развивающегося сообщества. На этом же у меня все. Благодарю всех за внимание и прощаюсь с вами до новых встреч!